Однажды люди, живущие в маленькой деревушке, заметили, что живущая обычно рядом слониха отчаянно копала яму. Сперва они не обратили на это особого внимания, так как слоны в целом часто копают. Но, когда слониха копала несколько часов подряд, не отдыхая и не делая перерывов, а стадо, тем временем, давно уже пошло дальше, то люди начали осознавать, что произошло нечто необычное. Крупные слоны поглощают пищу в огромных количествах, и день они проводят именно, ища себе еду и питье. Поскольку слоновья шкура отличается большой плотностью, то запасы воды в ней сохраняются надолго, и это позволяет не страдать от обезвоживания. Но вот еду получать им надо хотя бы 3 раза за сутки. Кроме того, слоны непременно должны принимать ванны из пыли и грязи, чтобы кожа их не обгорела. Однако, наша слониха не обращала внимания на все эти жизненные нужды и не переставала копать. Когда люди захотели отвлечь ее, то привезли на тележке массу ее любимой еды. Однако, животное оказалось безразлично к еде, уже выбивалось из сил, но копало по-прежнему. Люди постояли понаблюдать, чтобы понять, в чем дело. Слониха уже обессилела, но не сдавалась. Но потом она увидела еду и все же подошла. И когда она отвлекалась, люди подошли к месту, в котором она копала, и заметили, что в яму угодил детеныш слона. Они поняли, что слониха все это время пыталась спасти жизнь своему малышу. Однако, она делала хуже, так как закидывала туда много грязи. Люди начали зачищать песок, которым засыпала мать яму. Только на 11-й час слониха смогла достать своего детеныша из ямы и передохнула после проделанной работы.